Да, Тогда добрый вечер. Мы с вами начинаем э, размышлять на тему главы Тольдот. И, как всегда, на что вдруг упал ваш взгляд, что привлекло внимание, что показалось неожиданным или необычным, или важным очень. Так что ваши, да, ваши сначала, да. и потом будем обсуждать. Ну, ребят, добрый вечер. Значит, глава Талдот вообще удивительно насыщенная глава, и это фактически история семьи Ицхака и, значит, история возвышения, ну, слово здесь, может быть, возвышение неправильно употреблять, история Якова, да, значит, Исава и Якова. Значит, и вот я сразу перейду, это можно долго обсуждать, и мне всегда, я вот с восхищением эти главы читаю, там они удивительно человеческие такие, понимаете, вот в них как-то очень много каких-то реальных ситуаций, так сказать, вот. И я вот когда хочу, значит, э, обсудить, значит, вот эту историю с, когда Ицхак с семьей уходит, значит, в эту самую, в землю филистимскую, да, он там остается, он там разбогател, и вот начались такие, значит, вот сейчас я прошу прощения, я хочу это прочесть, обязательно это надо прочесть. Сейчас. Вот. Это, значит, глава 25, пасук 13 и до 17. Но когда сей муж, это Ицхак, стал возвеличиваться все больше и больше до того, что стал очень богат, и были у него стада мелкого и крупного скота, и большие хозяйства, филистимляне стали завидовать ему. Все колодцы, которые вырыли рабы его отца в дни Авраама, филистимляне завалили и наполнили землей. Авимелех сказал Ицхаку: «Ступай от нас, ибо ты стал слишком многочисленным для нас». Ицхак ушел оттуда. Сейчас. Он остановился в долине Герара и поселился там. Вот, понимаете, я, читая это, я вспомнил эти современные события. И, собственно, вот какая мысль, так сказать, все вот эти тысячелетия, это же тысячелетия назад, люди не хотели у нас учиться, понимаете, а предпочитали заваливать колодцы. Вот колодцы воды, ведь это же, извините меня, не в тайге, так сказать, в сибирской происходило, где воды много, понимаете? Они предпочитали, так сказать, вот из зависти, из еще каких-то соображений, колодцы с водой, а, как бы сказать, непрямой смысл для меня это вот источники знаний заваливать землей, но не пользоваться этим, не обустраивать вокруг все, понимаете, чтобы всем лучше было. И это, к сожалению, вот сегодня мы 7 октября в очередной раз это увидели. Это вот моя первая мысль, значит. А вторая мысль была такая, сейчас я, значит, сейчас я воспроизведу, значит, сейчас одну секунду, я хочу тоже прочесть это, понимаете. Вот. Это тоже 25 глава, значит, пасук 26. Авимелех же направился к нему из Герара вместе со своими приближенными Ахузатом и военачальником Пихолем.
Сказал им Ицхак: для чего же вы пришли ко мне? Вы же ненавидите меня и прогнали прочь. Они ответили: мы убедились наглядно, что Господь с тобой, и мы сказали: да будет клятвенный договор между нами и тобою, и да заключим мы с тобою союз, чтобы ты не причинил нам вреда, как если бы мы не трогали тебя, но делали тебе только добро и отпустили тебя с миром. Ты теперь благословен Господом. И он устроил для них пир, и они ели и пили. Вот, понимаете, это как раз вот вторая мысль, которую, когда я читал, вот, понимаете, эти люди, но это не совсем те люди, это предыдущие люди, это Авимелех. Они пришли к нему, когда они поняли, что они завидовали ему, они не хотели, чтобы он там усиливался. Но когда они поняли, что Господь с ним, лучше прийти с миром, понимаете? И это тоже могло бы быть серьезным, так сказать, уроком для тех, кто сегодня, так сказать, вот Израиль пытается, так сказать, разрушить. Вот, собственно, эти две мысли, которые я подчеркнул, там много, конечно, там есть и замечательные комментарии, глубокие очень, есть и очень интересные размышления по поводу, значит, первородства вот этого, да. Ну, вот эти две мысли, которые вот я хотел обсудить. Ну, вы уже достаточно хорошо их сформулировали, потому что, с одной стороны, да, это нечто материальное, то есть Ицхак талантливый человек, он знает, как и где искать воду, он вырывает колодцы, и единственный, кто мог бы вмешаться и разрушить их для того, чтобы ну, нанести материальный ущерб достаточно многочисленной группе людей, потому что Ицхак – это огромная семья, это пастушеская семья с наемными работниками. И когда подходили кочевые, когда подходили к земледельцам, между ними постоянно, даже это не разовые акции, а между земледельцами и пастухами была вражда, потому что кочевой народ не привязан к городу, он не имеет постоянного места жительства, и, соответственно, он чужой на этой территории. Территория принадлежит городу, территория принадлежит оседлому населению. Только так можно сказать, что это моя территория. А кочевья могут менять местоположение как в любой момент. И вот для того, чтобы отодвинуть, для того, чтобы убрать кочевых, то оседлые могли наносить ущерб, из-за которого кочевые не могли полноценно пасти стада, потому что вода нужна постоянно стадам. И это физическое. И такая вражда и страх, потому что кочевые, я говорю сейчас в общем, я не говорю об Ицхаке, а в общем кочевые люди, поскольку они чужие и поскольку у них право собственности, в общем, достаточно своеобразное. То есть вот овца – это собственность, а вот пучок там пшеницы – это что-то, что растет в поле. То есть психология немножко другая. Поэтому они могли и наносить ущерб. Я сейчас говорю просто исторический аспект, он часто описывается. Могли наносить ущерб оседлому населению, занимающемуся сельским хозяйством. Поэтому вопрос сразу возникает противоречие в голове, что как же так, колодец – это благо,
И вдруг, почему же его засыпать? Ну, сами бы и пользовались, ну, предположим, отогнали бы кочевых и сами пользовались, так было бы проще. Либо ссорились они вот после этого, там пишется, что выкопали колодец и ссорились из-за него, а потом выкопали колодец и не ссорились. Ну вот это описание реальных, возможно, когда-то событий, которые люди в памяти, в глубокой памяти держат и передают друг другу, о том, что такие взаимоотношения между кочевыми и оседлыми народами были постоянно и иногда решались мирным путем, э, иногда решались военными какими-то операциями друг против друга. И, и ключевое слово я уже произнес. Это страх. Страх оседлого населения из-за того, что пришельцы могут нанести ущерб, ну, скажем так, украсть, отбить, забрать, что-то в этом роде. Потому что когда оседлые живут, у них религия очевидная, буквально видная очам. То есть у них стоит какой-нибудь храмчик, у них устоявшийся образ жизни, а кочевой это неизвестно, непонятно, с чем он пришел, с какими богами, с какой идеологией. И поэтому будет он соблюдать законы, не будет он соблюдать законы, это пугает. И вот исходя из такого страха, засыпали колодцы. Я сейчас говорю о, так сказать, более-менее реальных отношениях между кочевыми и оседлыми народами. И тогда понятно, потому что у них уже устоявшаяся система орошения, эти колодцы ничего не давали, потому что своего скота было мало там. а, Это не профессия скотоводства, это подсобное хозяйство. Поэтому эти колодцы, особенно в степи, недалеко от города, могли пугать, они могли привлекать разные кочевые народы и, соответственно, усложнять жизнь оседлым. Тогда понятно, что им эти колодцы не нужны, они их засыпают в силу просто своего страха, как мы уже говорили. Мало того, эти кочевые могут быть очень сильными. Вы вспомните Авраама, у него почти 400 сабель за спиной было. Он царей бил, когда Лота украли, побеждал и отбирал у них. То есть Авраам, мы называем такую позицию, как шейх. Он был равен, вот кочевой народ вокруг Авраама, его стада, его шатры, он был равен по весу, он был равен городу. Город в то время это примерно 1000 человек, и включая женщин, детей, соответственно, 300 с чем-то сабель у Авраама и 300 с чем-то сабель в городе. То есть, если подходит такой человек, то он потенциально мог бы разрушить. Но Авраам, я имею в виду разрушить город и нанести вред. И поэтому его так побаивались вообще основательно. И в этой главе мы читаем, что Ицхак начинал практически, он как бы не то, что не наследовал, он наследовал Авраама, но как-то так получилось, что у него немного было, и он там вырос. Вот он стал Да, да, плодиться да. и размножаться, как получилось потом в Египте, что мы пришли там 72 человека, а потом вдруг 600 тысяч только вооруженных. Людей это приводит в страх. То есть проходит несколько лет, и вдруг видят, что стада увеличились намного. Ты стал большим, и поэтому уходи отсюда. Опасность, большая опасность, что увеличенный рядышком народ может оказаться сильнее, не дай бог, в какой-то стычке, так сказать, эти оседлые проиграют, городские проиграют. Это физический аспект.
Но очень хорошо, что вы подчеркнули, потому что мы всегда говорим о религии, мы всегда говорим о ее важности, мы всегда говорим о том, что нас объединяет и что является его божественной волей, и как этот мир должен измениться благодаря законам, которые он дает еврейскому народу. Еще пока нет Торы, но уже есть учение Авраама о монотеизме. И вы сказали, что это источник знания, то есть не совсем колодец. У нас Тора с водой, и вообще учение связано с водой. Слово «вода» означает учение. И у нас есть там предсказания плохие: уйдете вы в страну изгнания и будете пить там воду нечистую. Имеется в виду, вы столкнетесь с другими религиями, вы столкнетесь с другими философиями, точкой зрения на этот мир. И поэтому это нечистая вода. Вы носители вот этого правильного, открытого Авраамом знания о едином Боге. И то, что вы говорите, очень похоже, и, скорее всего, наши комментаторы бы так и сделали в средние века, они бы сказали, что Ицхак открывал ешивы, открывал школы, и он там учил. Но есть большая, да, такие, это правда, иносказательно можно было понимать так, что он открывал колодец, появлялась чистая вода, и люди не хотели слушать эту чистую воду, как учение имеется в виду, если это аллегория, не хотели слушать. Почему не хотят слушать новые учения? Потому что занято место в голове у человека, выросшего в одной среде, в одном месте, с одной идеологией. Мама, папа передавали, есть боги маленькие, для нас несуществующие, а это их родные боги. И поэтому прийти и сказать: ты не прав, это подкосить его жизнь. Я имею в виду того человека, который живет. Если человек открыт, то есть у него не загроможденное сердце и ум, и разум, он может и откликнуться, он может попытаться понять и может действительно осознать, что вот это очень интересное, важное учение, чистая вода. Но если человек сам загрязнен уже предрассудками, языческими представлениями, то любое так сказать, замечание о том, что перестань думать так, давай думать по-другому, давай думать лучше, потому что это уже открыто, и это лучше. Человек может отказаться. И вот в иносказательном смысле, ну вот такие ешивы Ицхака закрывались. Ну, то есть люди Но были в гневе, потому что нападают на их представление о жизни. Так всегда бывает, так всегда бывает. да, но И есть да, еще да, да, одно соображение здесь. да, Вот да, это важно. Если бы не было вот этой истории с Авимелехом, который пришел и сказал: давай заключить договор, ведь он же не сказал, что давай мы будем такими, как ты, как твоя семья. Он просто понял, что Всевышний с тобой, поэтому давай заключим договор, понимаете, и, значит, будем жить в мире. Вот это, кстати, так сказать, мне кажется, что это назидание должно было бы быть для многих следующих поколений, понимаете, для человечества. То есть, если ты видишь, что Господь на стороне Израиля, ну, так заключи мирный договор и пей из этих да, источников. Вот. да. Да, это хорошее начало. Это Да, хорошее начало. То есть прекратить противодействие. У нас ведь, я вот дословно цитирую, «И копали рабы Ицхака», 19 посол 26 главы, «И копали рабы Ицхака в долине, нашли там колодец живой воды». Здесь мгм, подчеркивается, можно было просто написать «вода». Нет,
вот это как раз на вашу мельницу, что это живая вода, то есть это необыкновенное учение. И рабы, пастухи грарские, спорили с пастухами. Ну, в данном случае это с адептами. С пастухами, как говоря, вода наша, то есть мы правы, вода наша, мы правы, а не ты прав. И когда выкопали другой колодец, то спорили из-за него, назвал Ситна, и, уйдя оттуда, выкопал другой колодец, и о нем уже не спорили. Он назвал его Реховод. Рехов – это просторно. Сейчас это улица, ну, некое просторное такое место. То есть получилось так, что, ну, скажем так, условно, мы можем только аллегорически, так сказать, пытаться понять ситуацию. Это два мировоззрения, два учения, которые могут уживаться рядом, не споря. То есть ты не вмешиваешься на мою территорию, не идешь, и я не вмешиваюсь на твою территорию. Достаточно рехов широко, размашисто, распахнуто, достаточно места для того, чтобы каждый придерживался своего мнения. Вот это первый шаг к тому, чтобы потом прийти и сказать: я знаю, что с тобой Бог. Это значит сомнение в том, он же тогда, получается, признает, что не со мной, а с тобой. Да, То есть, если сначала нет, ты не прав, вода моя, то есть у меня настоящее учение, то второй раз это просто разошлись и стали рядышком. Один исповедует одно, другой исповедует другое. И третье – это когда вот та противоборствующая сторона, пастухи грарские, когда они в конце концов говорят: мы увидели правоту твою. Так можно понимать, если мы говорим аллегорически, то так можно. Мы увидели твою правоту. То есть не с нами Бог, а с тобой с Бог. С тобой. нами тоже что-то неплохо. Мы же до тебя как-то жили. Вот. С нами тоже не все плохо. Но твоя правота больше. У тебя благословение больше, а значит, ты думаешь правильно, значит, ты делаешь правильно, значит, ты живешь правильно. Это признание дорогого стоит. Это Да, признание дорогого стоит. Но тут нам показана цепочка событий, как от явного противодействия идет к примирению. Это тоже не разделение. Я имею в виду, я не разделяю твои взгляды. Это тоже дистанция. То дистанция, есть он, конечно. да, Но это тоже дистанция на дистанция мире с да, уважением. Мир уже достигнут, и после этого начинается уважение, потому уважение, что конечно. само учение, которое несет Ицхак, оно вот вызывает уважение из-за того, что из-за этого учения, из-за его отношения с Богом у него лучше, чем у меня. Значит, он что-то делает правильно. Это то, что по-английски appreciation, то есть они оценили Да, оценить. усилия Ицхака. Это дорогого стоит, конечно. Такие результаты были бы замечательными, если бы люди научились уважать мнение других людей и увидели, что да, у них же получается, значит, что-то там правильно. Если мы вернемся к нашим событиям, о которых вы начали говорить, то у Израиля ведь очень хорошо получается. Дай Бог, дай Посмотрите Бог с самолета здоровья. да, Да, да. посмотрите с самолета на берег, когда вы подлетаете к Израилю. Это единственное зеленое местечко на всем Ближнем Востоке. Он процветает, и вода есть, как-то добывает ее даже во времена засухи, и наука, и технологии, все существует, все хорошо, все на голову выше рядом стоящих стран, Конечно. и поэтому Но мы говорим, что ключевое слово зависть, страх, ненависть, но оно переходит все-таки вот в конце это будет уважение. Должно быть, потому что так написано в да, Торе, так дай написано Бог, в нашей истории. дай Бог.
Я вот вы сейчас сказали, я всегда вот, когда я вижу эти зеленые насаждения, я всегда, вы знаете, с такой гордостью на это смотрю, и еще с таким, как бы сказать, с приятным чувством, что и мой вклад тоже туда есть. В смысле, Конечно, мы скоро конечно, будем тубишват праздновать. Вот. И это так приятно, вы себе не представляете. Это конечно. да. Мы все время работаем с Keren Kayemet, посылаем туда деньги, эти денежки используются на Keren Kayemet. Это источник существования. То есть как раз и есть тот самый колодец, который выкопал Ицхак. Мы его поддерживаем, мы не И вот, даем его засыпать. и вот дай Бог, чтобы люди наконец это поняли бы. И вот не засыпали бы эти источники, так сказать. Ладно, дай Бог. Дай Бог. Безат Ашем. С Божьей помощью мы своего, мы свое добьемся Да. своего. Так, Спасибо, Рэбе.